Всем привет, друзья! Все процедуры провел, микрофон повесил, камеры включил. Мы с вами находимся в Швеции. Я делал паузу 45 минут, вышло у меня час 10. Возле озера, прекрасный обед возле озера у меня был. Так, немножко пониже. Обедал я супом польским фляки, который я вам показывал, из каких-то желудков, кишек, непонятно из чего. Я так вот думал об этом супе и надумал то, что, скорее всего, этот суп придумал кто-то по приколу. Вот. Ну и затем он пошел в употребление. Все, кто приезжал в Польшу впервые, покупали этот необычный суп. У меня такой есть собака. Вот. И начали это все как бы покупать, и вошло типа в тренд, что это польское блюдо, да. Вот я думаю, на самом деле, говорю, это было в шутку, и они теперь так издеваются над нами, что вот мы едим какие-то там отходы от курей и свиней, короче. Вот, ну да ладно. Суть видео о чем? Суть видео о том, обо всем, об этом. Значит, вид на жительство я получил. Расскажу, как это было и что я еще сделал. То есть я съездил в Польшу, вернулся. И, конечно, самое главное, как из названия видео, почему и за что меня хотят норвеги посадить. Обо всем по порядку. Ну и начну, конечно же, наверное, я все-таки с самого актуального. Я думаю, каждый хочет услышать эту историю. А история очень даже простая. Дело было в мае месяце. Я поменялся прицепом и отправился в Норвегию. Когда я менялся, меня предупредили, что одна розетка не работает, то есть в которой у нас вилки на электричество. Одна не работает, она отключена. Если мы ее подключим, то сгорают лампочки. Не вопрос, это там долгая песня. И я еще как только пришел работать, прицеп этот был с отключенной одной вилкой. Короче, при этой манипуляции, когда отключена одна вилка, не работает задний свет. Свет заднего хода на прицепе. Не работает, да не работает. У нас уже на севере начинается в то время сезон белых ночей, и как бы задний ход нам не нужен. Ну да ладно. В общем, я ехал и въезжаю в Норвегию, доезжаю до Фауски, и транспортный контроль перед паркингом. Я съезжаю на этот транспортный контроль, мне говорят, ну-ка отъедь там, встань. Я отъехал, и мне говорят, у тебя не работают стопы, давай проверим. Я взял пульт, ну, точнее, вначале он стоял сзади, я понажимал на педаль, он говорит, ну, теперь бери пульт, выходи и смотри. Выхожу, смотрю, нажимаю на проверку на пульте. То есть на пульте, я имею в виду пульт от Scania, от машины. Здесь проверочная кнопка. Я думаю, кто водитель, те знают. Не работает. Я пошел кабеля эти пошевелил, на всякий случай. Я ж не электрик, я не шарю, что там за что отвечает. Я втыкнул этот кабель тоже. Пошатал второй, этот втыкнул. Приходим, нажимаю, работает он. Ну хорошо, ну пошли. Составим протокол проверки туда-сюда. Он составляет. Адрес там, все дела. Паспорт не просили. Это моментик такой интересный. Это чуть-чуть позже вам про паспорт. Ну и все, говорит, свободен. Я поехал. Взял себе фликер. Лежала корзинка сувениров. Я говорю, можно взять? Да, бери, я взял. Кстати, я, если честно, даже не знаю, где он. Где-то он должен быть. Может быть, я его где-то уже заныкал. Ладно. Следующий день я делаю все свои дела в Бодо, выгружаюсь в Фауске, загружаюсь мусором, возвращаюсь. И на Юнкердале опять транспортный контроль. Те же самые транспортники, которые были в Фауске. То есть за Юнкердаль транспортный пункт отвечает в Фауске. Все очень просто и легко. Я съезжаю на этот контроль, вижу те же самые лица, которые меня проверяли. Ну и все, я прошел взвешивание, меня становись в сторонку. И опять он мне говорит, иди сюда, нажимай кнопку, а у тебя тут ничего нет.
Ну, то есть, соответственно, после первой остановки я сообщил шефу, что такая у нас есть проблема. Стопачи отказывают на ходу, где-то что-то отходит. Понятия не имею, что. Ну, все, типа, мол, потом в сервис поедем в Швеции. Хорошо. Ну, вот, а здесь меня опять второй раз останавливают. Ну, и на этот раз он говорит, ты не уедешь отсюда, пока не исправишь эту проблему. Ну, я с умным видом походил несколько раз вокруг прицепа, открутил там показательно в эти задние крышки фонарей, там проверил лампочки, проверил в тягаче предохранители, там везде проверил все. Я говорю, не знаю. Ну, в это время созваниваемся с шефом. И пошел я что-то опять кабель этот, думаю, подергаю кабеля, я этот отключил, получается. Я понял, что он ни на что не дает. Ну, еще раз эту как-то розетку я втыкнул. Ну, смотрю, она как-то так подозрительно, немножко свободный ход у нее. Вот. Я думаю, как-то вроде бы не должно быть такого. Думаю, дай-ка я попробую. Ну, так, прикинул. Кверху, я думаю, проверю. Кверху я приподнял, втыкнул туда кусок толстой бумаги. Пошел, проверил, бах, горит. Думаю, оба, ничего себе. Не, вначале плохо, типа, горит как-то оно что-то. Раз появилось, потом пропало. Я пошел еще больше, то есть сделал такую прокладку, втыкнул под низ полностью под розетку и загорелось идеально. Я позвал транспортника, он говорит, да, все хорошо. Мне смс-ка пришла на телефон, как всегда, то есть я ж у них, ну, в базе есть, автоматически приходит эта смс-ка. Пришла смс-ка с контролем полным, все как положено. Ну все, бумажка проверки, проверена, да, вот это было нарушение. Про штраф никто ничего вообще не говорил, все, ну, короче, как-то так. Я и поехал радостный, довольный, и не стал придавать этому огласки, ничего, думаю, ну, было, да и было, как бы особо рассказать нечего, думаю, да ладно. Наступает у нас август месяц, и мне пишет мама, что тебе пришло письмо из Норвегии. Я думаю, ну ничего себе. Она мне скинула видос, пока там фоток сделала. Ну, я смотрю, полиция. Полиция. Самое интересное, что письмо пришло, внутри которое было, на белорусском языке. То есть в Норвегии даже так заморочили, что они сразу перевели письмо на белорусский язык и отправили мне его. Спустя 2 месяца. Даже 2,5. Что в письме было сказано? За эти 2 контроля, за неисправность тормозного этого освещения, мне штраф 5000 крон. Или, самое тут интересное начинается, или 5 дней тюрьмы. Ну вот. Я давай читать дальше. Ну, во-первых, и 5000 крон немало, как бы я считал, за такое нарушение. Это, ну, пускай, грубо говоря, будем там 500 евро, 400, там, 80, может быть, евро. Я читаю дальше, значит, туда-сюда, там все расписано. Значит, я там могу подать там апелляцию, что-то в этом роде. Ну, бла-бла-бла-бла-бла, неинтересно. Это несколько страниц такого протокола общего. И в конце один отдельный листик для заполнения. И типа написано, что заполните этот листик и отправьте нам обратно. Можете еще типа в дополнение отправить, сделать фото, отправить по электронной почте. В этом листике, листик также на белорусском языке, было указано: я согласен со штрафом, я не виноват, ну типа подтверждаю вину, не подтверждаю вину. И третье было: я не согласен со штрафом. Ну, значит, я прикинул, говорю маме: заполняй. Она заполнила, поставила: я не виноват, типа, я не признаю вину. И как было написано в первых этих листах протокола, что на задней стороне листа можете написать свое несогласие. Так мы и сделали. Перевернули. Я долго думал, ну как долго? Несколько минут. На каком же языке ответку писать? Ну и потом прикинул, что ну раз вы мне на белорусском прислали, то и мы вам обратно отправим на белорусском. Мама пишет это все на белорусском языке. Я написал причины. Какие-то там, что на ходу это отключилось, я это исправил, т.д. т.п. Прицеп меняется у логистики, логистика не следит за розетками. То есть, ну, у меня тягач мой исправлен, прицеп на ходу, я не могу увидеть, что у меня не работает стоп-сигнал. То есть, я в момент, то есть, написал я как, что в момент начала движения я проверил, тормозная
тормозные стоп-сигналы, эти стоп-сигналы у меня работали. На ходу они пропадают периодически. Ну, меня это немножко даже возмутило, что какой-то такой, откуда этот вообще штраф. То есть, если бы сразу это все было на месте, вот мне выдали штраф, все четко пошло бы на логистику, и я бы не парился об этом штрафе, они бы оплатили этот штраф. А тут проходит непонятный срок. Плюс они мне письмо присылают на белорусском языке. Сейчас что, куда, кому, я пока что шефу ничего не говорил. Я отправил это письмо им в ответ. Значит, по почте ушло оно из Белоруссии в Норвегию. Стоимость отправки там была около 3 рублей, наверное, то есть копейки. Обычное письмо. Так что можно переписываться письмами с Норвегии. И также выслал им на электронную почту, но ответа мне оттуда... пришло подтверждение, что ваше письмо будет там получено, рассмотрено в рабочие дни. А это я в субботу просто им выслал. Ну и все, больше там ответов мне никаких не приходило по электронной почте, поэтому жду физического опять письма. И значит, что было указано? При несогласии дело будет передано в суд. Если меня делают виновным, то штраф уже будет 6 тысяч крон, то есть там, да, там 580 с копейками евро, или 6 дней тюрьмы уже. То есть они прибавят мне 1 день тюрьмы. И что еще? И также возможны, то есть будут посчитаны расходы на судебные вот эти все манипуляции. Вот. Сколько там еще это не было указано. То есть, ну, прибавится в любом случае, я думаю, 1000, а то и 2000 еще крон сверху. То есть, если по логике их не судить, то еще 2 дня тюрьмы. То есть, получится у меня уже там дней 8, а то и 10 набежит. Вот. Я так для прикола посмотрел в Фауске. То есть, это дело все идет с Фауски, с северного этого региона. В Фауске я нашел тюрьму, которая похожа больше на санаторий, чем на тюрьму. 18 максимальное количество 18 человек максимальное количество, сколько там может людей сидеть. В общем, все хорошо, там какие-то мероприятия на выходные дни проводятся, там походы, там катание на велосипедах. Вот. В общем, я прикинул, что штраф я точно оплачивать не буду. Это 100%, что я его оплачивать не буду. Ну, конечно же, ладно, сейчас, если, ну, когда я дождусь повторного письма, или как там со мной свяжутся, что там, какое решение будет, может, меня вообще оправдают. Вот. Если не оправдают, я это, соответственно, шефу расскажу, что, ну, как бы, здесь-то в чем мой косяк. То есть, как бы, решать этот момент, как кто там себя будет вести, тут я уже ничего не знаю. Вот. Посмотрим, к чему это все, короче, приведет. Ну, а в целом в санатории пробыть 8, 6, 6, 8, 10 дней, как бы, ничего плохого не вижу, тем более в Фауске в Норвегии. Будет опыт у меня такой. Вот, опять-таки контент можно будет снять. Значит, вот такая вот ситуация. Я обзвонил своих товарищи, с которыми давно работаем мы в Скандинавии, с такой подобной ситуацией никто не сталкивался. Да, кому-то приходили письма из Норвегии, но они приходили на норвежском, то есть никто их там не переводил на белорусский, никаких там тюремных сроков не писалось. Такая ситуация, как у меня, что на белорусском языке и с такими вот условиями, что либо так, либо так, либо так, то есть, ну, как бы, не было ни у кого, поэтому у кого что-то было похоже, именно граждане Беларуси. Кто из других стран, это сразу не актуально, это потому что, ну, абсолютно будут разные ситуации. Для граждан Украины сейчас отдельная вообще там тема, для граждан Прибалтики, там, Литва, Латвия, Эстония, Польша, для них совсем тоже все отдельно, поэтому, как бы, только что было у граждан Беларуси, мне интересно. Ну и в целом, на мопеде, по тротуару, ну, в Норвегии это нормально вообще. Ну, в целом, конечно же, единственное, что пишите, кто сидел, может быть, в Норвегии, где сидели, в каком городе, какие условия, будет очень интересно. В целом, можем запилить видос, если есть что рассказать про норвежскую тюрьму. Я думаю, будет многим интересно послушать, какой интересный город мы проезжаем, точнее, не город, а деревушку, такая, знаете, своя жизнь. Чувак на мопеде едет по тротуару,
Там кто там? Жена с мужем лодку какую-то прет куда-то там, непонятно куда. Хотя рядом, ну там немножко подальше есть вода, начинается. Собственно, куда же я еду вообще? И что происходит? Сегодня пятница. Так, тут у них, короче, они с лодками пешком ходят, я уже понял. Я загрузился в Юнчопинге техникой. Выгрузка у меня основная будет в Фауске Бода. Вот. Сразу можно заехать, проконсультироваться там в тюрьме. Ну ладно, эту тему закрыли. Дали мне дозагрузку, но выгрузка аж в Сторлине. Это у нас граница 14-й дороги, Сторлин. И поэтому я еду туда, пока точной информации нет от логистики. Завтра меня в субботу, то есть, выгрузят или не выгрузят. Ну, вероятнее всего, никто меня ничего не выгрузит. Я сегодня, пятница, отъезжаю свою смену до конца. И где-то в районе Астерсунда я найду паркинг с душем. И там затусуюсь до понедельника. В понедельник я выгружусь. Возможно, еще в этом же городе я... Арнсколсвик, или как я сказал? Нет, я что-то уже путаю. Астерсунд, да? Астерсунд. Возможно, я там выгружусь. В Сторлин я не поеду. Еще неизвестно. И что-то загружу еще куда-то там довести, короче, попутку какую-то. Куда, что, не знаю. Вот. В целом, выходной у меня. Вес у меня 4 тонны. Едем нормальными дорогами. Сейчас едем по 26-й. Затем выеду я на 45-ю дорогу. Погода хорошая. 20 градусов за бортом. Солнышко. Прекрасно просто. Если выходные где-то возле водички остаться еще, вот, будет вообще шикарно, короче. У нас здесь фура сошла с дороги. И пожарная бригада наводит порядки. Сейчас наведет порядок, и должны они меня пропустить. Я надеюсь, чтобы не пришлось ждать викинга. Викинга еще нету никакого. Только пожарные. Я вижу 2 машины грузовые и легковая стоит. Вот Форд передо мной. Главное, с одной стороны машины не пропустили. А когда я ехал, он мне сказал: нет, нихера, давай остановись. Ну, нормально, да. Где справедливость? Нет справедливости, получается. Ну что тут посмотрим. Пропустили меня. У нас польская машина, двухосник с рефом. Наверное, с кем-то разъезжался и промазал мимо дороги. Тут и полиция, тут и 2 еще легковые. Целая банда, короче. Кто меня давно смотрит, знают, помнят, что у меня была проблема с видом на жительство, с документами. И начну по порядку. Начну с того, что виза у меня закончилась еще 17 мая. Так как ответа не было от агента, агент уехала отдыхать куда-то. Не было непонятно ничего, что, куда, как, зачем. Кто-то говорил, что можно ехать делать визу, кто-то говорил, что нет, кто-то там по-другому, что-то это так, сяк. Короче, информации было много. И я в целом принял решение, пообщались с шефом. Я говорю, я останусь работать, пока будем ждать документы. Ну и хорошо, шеф был не против. Ну, говорю только, что единственное, на Финляндию мы не будем ездить. Потому что почему? Что в порту огромная вероятность сорвать джекпот в виде контроля. Вот, и меня, чтобы зафиксировали как нелегала. Возможно, посадили в тюрьму в Швеции или Финляндии. Вот, машину на штрафстоянку и все вытекающие. Да, порешали сразу же первая неделя моего нелегального здесь присутствия у меня Финляндия. Хоп, мы перецепились с коллегой. И все, с тех пор на Финляндию я не ездил. Значит, почему я пошел на такой риск? Потому что было непонятно, сколько придется мне сидеть дома, смогу ли я открыть визу или нет. И затем, когда я вернусь, что здесь нужно будет, какие-то документы куда-то доносить, какие сроки в этом произойдут. Вот этот какой-то сбой где-то или что-то еще. Понимаете, я столько бабла ввалил за этот вид на жительство, я рисковать не хотел.
Думаю, я поработаю. Сколько тут, думаю, месяц еще, полтора, думаю, в любом случае он уже появится. Вот. Ну и зная, что в Швеции вообще я на контроле не заезжал уже лет 5, в Норвегии плевать им на мой паспорт. Собственно, когда меня 2 дня подряд проверяли, паспорт у меня уже был, виза была уже просрочена, им это было неинтересно. Права, 95-й код, там лицензия, вот эти моменты они смотрели. Паспорт они мой не смотрели с визой. Так я, собственно, дальше продолжил работать и как-то с этим свыкся. Значит, информация пришла, наверное, только в конце июня, начало июля. Что вот эта вот бумажка, как она там называется, детизия, шмизия, короче, вот эта вот фигня готова. И там было указано, что документ действителен уже был с 27 мая. Вот здесь как бы такой момент, чей это косяк, почему так долго, или это так на самом деле в Польше и надо, хрен пойми. Ну да и плевать. Следующий момент был это создание, карточку мне должны были сделать, саму вот эту карту побыта, ВНЖ, пластиковая карточка. Тоже назвали срок там около месяца. Ну хорошо, ждем уже, все, уже как бы тут уже терять нечего, только ждать, я работаю дальше. Ну и вот наступил август. Первая неделя августа была, записаны были на... Что-то я в датах сбился. Ну ладно, неважно, какая там дата была. В общем, среди недели я приезжаю, в понедельник это было, во вторник я сел, точнее, на паром. Паром у меня был дневной из Швеции в Польшу. Я на дневном пароме пришел в Польшу, переночевал. И на следующий день мы поехали с шефом получать карточку. Вот. Получили мы ее мгновенно в Гданьске. То есть было время указано, на которое нам нужно прийти. Мы пришли просто, и нас по списку вызвали. По листику мужик стоял, вызывал. Все, нас назвали. Буквально сколько там, 3-2 минуты я расписался, забрал карточку. Палец еще раз отсканировали. Отдали мне карточку, никаких документов, и я ушел. Все. Также я уже ничего не платил за карточку, потому что я помнил точно, что когда мы агенту этому платили за все, что она также называла, что за карточку вы также сразу платите. То есть вот, все будет у вас уплачено. Ну окей, так и вышло, что за карточку я уже потом ничего не платил. Следующее нужно было решить момент с песелем. Номер песель это, в принципе, номер, главный номер поляка. Все, он выдается один раз, и с ним вы живете. С ним вы социализируетесь в целом. Это какие-то там кредиты, медицина, страховки и так далее. Все это работает через песель. Вот, в принципе, без песеля вы в Польше просто наемный рабочий, который просто может получить зарплату и потратить ее на этом. Что-то заканчивается. Я думал, мне он нужен, чтобы вдруг что-то где-то взять, где-то в лизинг, в рассрочку, может, какую-то где-то технику или там для себя, там, ну, короче, мало ли что. Что он должен быть? То есть, в целом, что есть, то должно быть у меня. Как-то так я это решил сразу. Поэтому давай тоже узнавать. Шеф спросил, где, куда. Мы проехали по Гданьску, он узнал более досконально, как это, что делается. И поехали мы обратно к ним домой. Поменялись шефы местами, и я уже с женой шефа поехал в их местный сельсовет какой-то там, при Пруче Гданьском, вроде бы как он называется, или как там, точно не знаю. И там тоже буквально за никого там, людей никакой очереди не было. Ну, это обычный сельсовет по-нашему, то есть, да. И мне за 5 минут сделали этот номер песель. То есть, как они, типа, на свой адрес меня, типа, зарегистрировали и сделали мне этот идентификационный номер. Там тоже ни за что платить не нужно было от слова совсем. Вот. То есть, может быть, в крупных городах, когда вы делаете песель, то там, может, что-то и нужно платить. Мы же не платили ничего. И третье, что нужно было сделать, у меня заканчивается чип тахографа. Заканчивается он у меня 19 или 18 сентября. Таха уже мне об этом оповещает. То же самое, давай узнавать, они как бы,
не гражданином Польши, никогда такого не делали, поэтому все по-новому, все с нуля, все узнавалось с нуля и, в принципе, при мне. Узнали, раздобыли всю информацию, все, им сказали, что там нужно сделать, пакет документов какой собрать и отправить. То есть, так как я где-то там не зарегистрирован, или они даже не были там зарегистрированы в какой-то там системе, то нам нужно было отправить физический пакет документов по почте. Собственно, это копии там 95-го кода, что-то там еще, каких-то бумаг, я уже честно не помню, потому что это делали все они, я только что, ну вот, нате, все сделали, короче, сразу же жена шефа оплатила это дело, вышло 190 с чем-то, если я ничего не путаю, или 170 с чем-то злотых за карточку тахографа. Все, пакет документов отправлен, карточка придет также обратно на почту там в районе 4 недель, может быть месяца, может быть раньше, там, я не знаю, когда придет, скажу сколько дней на это ушло, поэтому следите за ютубом. Также следите теперь за телеграм-каналом. Многие просили, спрашивали всегда, телеграм, пожалуйста, я создал телеграм-канал. Вот вы видите, можете сделать себе скрин. По этому скрину потом там вы найдете мою страничку. Можете написать. Вот ссылка, я не знаю, работает, не работает. В комментарии, в описании. Кому интересно, те найдут. В общем, я понял это так. Значит, там будет больше меня, больше фоток, больше каких-то публикаций, статей, видео, коротких, длинных, разных. То есть там, в принципе, ежедневная будет суета какая-то. Там же также создан, то есть под этим каналом чат, группа, в которой вы можете писать комментарии свободные, сообщения, какие-то свои, может, есть, фотографии интересные. Только все, что связано у нас Скандинавия, у нас Норвегия, Швеция, дальнобой. Как бы такой вот. Чернухи там никакой никогда не будет. Всех, кто плохо себя ведет, сразу будет блокирован. То есть там я собираю точно такую же аудиторию, как на ютубе. Адекватную. Ну, вы поняли, короче. Нормальных людей. Вот. Сброда вот этого вот, как в некоторых группах куда-то вы заходите, на какие-то каналы, мат-перемат, там непонятно что в комментариях, непонятно что где. В общем, такого у меня не будет. Поэтому смело залетайте. В дальнейшем группа будет платная. Вот. Точнее, не группа, а канал. Это телеграм-канал, когда я полностью разберусь со всем функционалом, все обустроюсь, налажу весь процесс, будет взиматься скромная плата за месяц, там, я не знаю, какие там пороги минимальных, то есть будет минимальное что-то для телеграма, который мне дадут этот доступ, вот, там, ну, типа в районе еврика, просто еврик за месяц, и вы получаете доступ к этому телеграм-каналу, ну, моему телеграм-каналу, где все это будет публиковаться ежедневно, то есть это опять-таки отделит ненужных нам людей. Как-то так, значит, друзья, про Telegram все понятно. Ну и вот, все, карточку тоже жду. И мне осталось тут поработать пару недель, и я поеду домой в долгий отпуск. Следующий момент. Дрон. Это тоже, конечно, жесть полная. Дрона до сих пор у меня нету. 8 июля дрон был передан обратно в Elgiganт, в магазин. Значит, с того момента он был в статусе, точнее, может быть, 7 числа он был передан, с 8 числа, с 8 июля он был в статусе «в пути». Куда в пути? Не знаю. Ну, написано типа «в пути в мастерскую». Значит, мне дали, когда я отдал дрон, мне дали... Пришла мне смс-ка, то есть меня зарегистрировали, что мне и ссылка с этой смс-кой приходит, по которой я слежу за статусом, где находится мой дрон. Ну и информация обновилась только 5 аж августа, спустя месяц, что дрон в мастерской. И пометка, что сейчас связываются, я так понимаю, с производителем, уточняют вот этот момент, мою жалобу.
Все, на данный момент у нас сегодня 16 августа. Вот. Тишина. Ничего вообще не известно и не слышно. По-прежнему он в мастерской. Все, что я могу о нем сказать. Короче, купил, 2 раза поднялся, считайте, и лишился его надолго. Ну ничего, впереди у нас долгие времена, наснимаем еще кучу интересных кадров. Также выложу, возможно, посмотрю, что у меня осталось или нет. Я надеюсь, я не удалил. Может быть, какие-то черновички также в Telegram закину. Вот, значит, с дроном тоже все понятно. Осталось у меня, я думаю, мало кому это интересно. Это более, кто находится на территории Евросоюза, у кого есть такой же дрон, как у меня, например, DJI Air 3. У меня есть новый комплект цветовых фильтров. Или как они там называются, короче, ND фильтров. Там 4 фильтра в коробочке. Я по ошибке заказал с DJI 2 штуки с испугу. Не посмотрел реально, то есть как-то ни на цену, ни на что, клацнул. Потом смотрю, что-то сумма большая. Думаю, сколько стоит эта самая херня? Это захожу, она, оказывается, стоит в 2 раза меньше. И получилось, что я заказал 2 коробки. И у меня теперь один новый комплект лежит. На Allegro его выставили на продажу. Ну, не знаю, там принесет какой-то результат этот или нет. Значит, вот оно, место, где я припарковался. Там какие-то у них празднования, забеги происходят. Поэтому сейчас вам все покажу. Кому спорт, а кому и пиваса надо купить. Все бегут, 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 и я бегу. Ладно, погнали. Поезд меня что-то не сбил. Кстати, вон он едет где-то. Посмотрим, что у них тут происходит-то. Нормально. Вертухи летят. Все как положено. Видите, мужик даже после бега не может остановиться. Ну или ссать хочет, тут несколько вариантов. Короче, я посмотрел на мужика, как он на красный пошел, я тоже пошел, потому что мы бы не дождались бы зеленого, я так понимаю. Значит, памятник здесь. Чей памятник? Я не буду читать, потому что могу неправильно произнести. 1902 год. Густав Васса. Это я только могу вам произнести. Делайте скрин и делайте перевод. Качество, я думаю, вам позволит все прочитать. Марафоны. Бега у них проходят во всех категориях. Vasaloppet presenteras i samarbete med IBM, Preem, Stadium, Volvo och Ahlsell. Я понял, это начало старта. De 54, jag har skickat ut dig. Hur är stämningen ute i rondellen? Второй памятник дядьке. Шла какая-то парочка шведов, спросил, где систембалагет, но они оказались не местные. Но при повороте ветер подул правильно, и я почувствовал какие-то запахи. Поэтому я быстрым шагом перехожу на другую сторону улицы. Точнее, на параллельную улицу. Запах мой меня не подводит. Мужик вон тянет целый ящик. Вот. Ну и вот он, систем балагет. На, видите, все спортсмены, даже очереди нету. Как странно обычно для пятницы вечера. Не думайте, что шведы такие святые. И они не пьют. Значит, вот вина итальянские по 10 евро. А, окей. Нельзя снимать, конечно. Видите, какой злостный мужик. Нельзя, говорит, снимать. Вот этот я еще хотел пивко взять. Тоже хороший. Кстати, да, скульптурку вам я покажу сейчас. Очень интересную такую. Как какой-то мужик с нимбом на голове на драконе. Дракона убивает. Видали какой? Все с собаками.
хочу заметить, все собаки без намордников. И это правильно, это только в наших странах ущемляют права собак. Я бы на людей надел бы в нашей стране намордники, так было бы гораздо лучше. Но, кстати, палатка с пивасом. Если бы я здесь стоял в выходные, я бы здесь и остался. О, кстати, а не Амстаф ли это? У них нельзя также купировать уши, поэтому они у них все с ушами. Но для этой собаки уши это лишнее, поэтому здесь это не считается. Я не считаю это живодерством, я считаю это лучшим для собаки. Уменьшается риск всяких загноений и так далее и тому подобное. Ну что, весь табун стартанул куда-то. Где-то грохот стоит. О, у чувака какая камера с дулом. Серьезно, да. Мне до такого оборудования еще далеко. Да и ну его нафиг такое оборудование. У меня не хватит места в кабине, чтобы возить такое. Ну и завершает наше видео такой вот паровоз 1907 года, который можно даже предположить, что он еще будет на ходу. Кстати, дверька открыта. Эксклюзив, экспонат музейный. Полезть я не полезу, потому что я упаду. У меня важный пакет в руке. Я так не люблю, когда что-то идет не так при съемке. Вот сейчас я вот опять-таки... техника это техника. Есть человек, она никогда еще не... Ну не то, что никогда, но очень долго пройдет, пока не заменит. Я думаю, столетия. Вот просто ни с того ни с сего камера отключилась. Все, звук, естественно, был уже говно. Поэтому приходится перезаписывать заново. Вы же, конечно же, этого всего не чувствуете. Вам уже подается сразу хопа, все четко, вроде бы все по порядку, но на самом деле ни хрена. И постоянно, регулярно такие моментики есть. И, конечно же, теперь перейдем к главной новости лета, июля, августа. В России брыкается YouTube. Все грозятся там закрыть, что-то там сделать. Не верьте вообще ничему. YouTube как работал, так и будет работать. По крайней мере, я уверен, в ближайших лет 5 так точно. Почему сейчас были какие-то торможения и проблемы? Я думаю, это все связано с технической базой какой-то. Это часто происходит. Где-то, может быть, из-за санкций какие-то сервера там не могли что-то там. Я не знаю, как это и что работает, но я уверен, что это не специально было все сделано. Вот, на 100% уверен, что это было не специально. Это где-то что-то не вовремя просто сделали. Значит, альтернативы какие будут? Рутуб-канал. Рутуб-канал. Почему я не буду публиковаться в Рутубе? Потому что Рутуб это говно. Просто вот реально, даже не хочется его обсуждать. Там ничего не работает, никакие инструменты, ни алгоритмы, ни рекомендации. Там просто кто-то лупит конкретное бабло, вливает просто кучу в рекламу его, популяризацию. Но на самом деле, они туда загнали в ТНТ, там, я не знаю, ТВ3, каналы какие-то свои большие, крутых блогеров туда понагоняли, поназывали. Ну и все, и что дальше. А обычным таким людям, как я, там делать нечего абсолютно. Там ничего не работает. И плюс еще для белорусов монетизация там не работает. Канал у меня там создан. Я так... Будут просьбы, я буду в отпуске, когда буду, я выгружу какие-то ролики туда. Дзен у меня был, Дзен меня радовал, и Дзен перестал работать, когда начали рекламировать Рутуб. Я думаю, это внутренняя какая-то движуха, то есть специально это было сделано. Именно в видео. Видео мы набирали очень хорошо в Дзене. Вообще реально классно с самого начала все там было. И потом просто такой бам и обрез. Просто. Я это ж четко вижу, например, чтобы вы понимали, о чем я. Вижу статистику за 48 часов. Там 2000 просмотров, 4000 просмотров за 48 часов. А тут бам, и 2-3 просмотра за 48 часов. Это вы что, прикалываетесь? Это ж, несерьезно. И все, то есть я тоже пытался еще потом выгружать, но все очень печально. Поэтому также я в отпуске, когда буду в отпуске, что-то туда загружу.
И на данный момент, где будут полноценно видео всегда публиковаться, фото, видео, вся движуха, это, конечно же, вот Telegram. Будет там ежедневно все происходить. И YouTube. YouTube это, конечно же, наши большие все ролики. Может быть, какие-то прямые трансляции, это будет YouTube. Значит, Telegram пока что будет доступ свободный и бесплатный, но в будущем, когда я полностью всем разберусь, все настрою, у меня там все будет идти наладом, я поставлю платное пользование моим каналом, то есть там будет символическая плата, либо там 100 рублей российских, либо 1 еврик, там, ну вот что-то в этом роде, то копейка какая-то. Для чего? Чтобы просто я отбивал свой интернет и свое время. Вы уж извините, это все не просто так делается. Вот. Это все делается для вас. Поэтому, кому реально что-то интересно, я думаю, будет не проблема заплатить там какие-то копейки за месяц. Ну, а мне будет приятно. Значит, вот как-то так. По поводу вот еще соцсетей. Многие, кто давно меня смотрит на Ютубе, может быть, пришли даже с моей Facebook страницы, где я просил переходить в YouTube, потому что в Facebook я ничего не буду больше публиковать. Значит, на Фейсбуке был клон Ютуба, также назывался Tracker in Scandinavia, и Telegram мой также сейчас называется Tracker in Scandinavia. Это мое уже как бы имя, менять я его не буду. И, собственно, страница там нормально существовала, хороший охват был ее, то есть, но там единственное, что не было никакого дохода, ничего, поэтому я перестал там публиковаться. Это было нечестно, я считаю, то есть рекламу Facebook откручивал, но доход я получал 0. И какие-то связь с ними ничего не давала, просто такое вот стенка бестолковая. И, значит, страницу мою взломали 3 недели назад. Мошенническим путем. Значит, здесь, конечно же, я лох, 100%, не отрицаю. И расскажу, как это было, что со мной связались, мол, ну, с официальной страницы такое, все представительно, разжевав мне все подробно, что рекламу встроенную хотят делать на моей странице, в целом на странице. И задача была добавить администратором ихнего агента. Ну, меня как-то, ну, долго так общались, все, в принципе, ничего не смутило, потому что схема с добавлением администратора – это вполне нормальное явление. В Телеграме, например, там все делается через добавление в администраторы, там ботов, кого-то там еще там, такая движуха есть. Ну, как бы вроде так все, знаете, было правдоподобно. Предлагали мне $200 в неделю за размещение рекламы. Ну, я на это и повелся. И хватило буквально минуты, как только я добавил администратором, я был как владелец удален, понимаете? То есть без паролей, без телефонов, без ничего, без подтверждающих кодов, они вот так вот смогли сделать. Ну, жалко, конечно, страницу. Значит, я пытался и пытаюсь вот все это время, я долбил в службу поддержки, в разные там все, что есть от Фейсбука, там мета-шмета вот это вот. Ничего, 0 реакций, 0, абсолютно 0. Ну, короче, я понял, что, как я всегда был и прав, что Facebook это огромная помойка. Вот оно так и вышло. Советую всем удалить свои аккаунты из Фейсбука. Просто так. Просто потому что, ну, это не платформа. И, значит, пока еще у кого-то есть аккаунты в Фейсбуке, у меня есть просьба такая. Значит, друзья, сейчас появится у вас на экране прям видеоинструкция, как помочь мне, так? У кого есть действующий аккаунт, кому не сложно, Фейсбука. Значит, нажимаем 3 точки. Это 3 точки, они будут и на телефоне, и на компьютере, неважно. Выбираем фальшивый профиль, пожаловаться, фальшивый профиль. Затем выбираем друг. В следующем окне пишем мое имя, фамилию. Федор Гурбо. По-русски. Федор Гурбо. Все, затем ждете ответа. Вероятнее всего, вам придет письмо от Фейсбука, что, мол, все хорошо с этой страницы, мы ее не удалили и так далее и тому подобного. Ваши действия. Запросите повторную проверку. В этой повторной проверке выберите другое.
А дальше я пока не знаю что, потому что дальше что-то будет. Вот как-то так. Я как понимаю, насколько понимаю, что если чем больше будет жалоб, есть вероятность, что Facebook заблокирует эту страницу. Я на это рассчитываю. Я хочу, чтобы она была заблокирована навсегда, чтобы я не переживал за эту страницу, что там могут разместить какую-то ахинею, просто дикую пропаганду или что-то еще в этом роде, что как бы зачернит мое имя. Вот. Ну, потому что с Фейсбуком общаться просто ну, я пишу, все, писал везде. Письма и так, и сяк, и этак, и просто ничего. Просто, ну, вообще ничего. Вот. Поэтому я очень огорчен Фейсбуком. Поэтому, если вам не сложно, сделайте это. Тем самым порадуйте меня. И, наверное, последний момент такой. Это то, что у нас закрываются там, да, границы, все это понятно. В Телеграме я там периодически какую-то новость пишу. Альтернативный маршрут из Белоруссии в Польшу через Калининград. То есть поезд Минск, Калининград, Калининград-Минск. Мне писал кто-то в комментариях, и вот я потом вспомнил про это и пробил этот вариант, что продаются билеты в кассе. Но их там мало, нужно там за несколько недель покупать, и можно покупать только в кассе, по-моему. Кто что знает про это подробнее, напишите в комментариях, какие там условия в поезде вообще в целом. Ну вот, будет интересно почитать. Ну и, возможно, сейчас домой я поеду уже таким методом, если все это работает. То есть, получается, с Гданьска до Калининграда идет поезд, автобус идет 3 раза в день. И также поезд идет, я не знаю, там каждый день он идет или не каждый день, с Калининграда на Минск. Ну, а мы ждем. Чего мы ждем? Ничего мы не ждем, собственно, уже. Ожидания все прошли давно. Дуркуют они с этими границами. По мне, я говорю, чтобы они закрыли нахер их, просто чтобы людям не трепать нервы. С машинами, без машины, пешком, на велосипеде. Так, сяк, автобус, ограничения. Ну, сами себе, просто сами себе. Я вообще это, ну, понятное дело, нам тоже палки в колеса вставляют, но в меньшей степени. Огромное количество и граждан ездило к нам в страну, в Беларусь конкретно, то есть к родственникам. Кто-то в Россию к родственникам ездил, кто-то еще куда-то. И здесь вот это вот все, я, честно, этого не понимаю вообще от слова совсем. Что они хотят этим добиться, непонятно для чего и почему. Ну да ладно, флаг им в руки, как говорится, и барабан на шею. Придет момент, что я не смогу сюда приехать, то я спокойно останусь работать дома. Просто ни на секунду не моргнув глазом. Все, что меня здесь держит, это только тупо само направление Норвегия-Швеция. Больше ничего. Ни условия, ни зарплата. Все, друзья, вот такое вот вышло информативное видео. Всем спасибо за внимание. Еще раз подписывайтесь в Телеграме, подписывайтесь в Ютубе, кто впервые смотрит. Увидимся на канале. До новых встреч. Всем пока.